Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Ну окей, в восторге от подушечки я понимаю. Но что за переглядки Чонгук и Тэхён? Вы там о чем думаете и с нами не делитесь? Девятое место. Вы думаете, Чонгук всегда дразнит Тэхёна? А вот Тэхён тоже парня любит доставать. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Чонгук отшил Чимина на глазах у всех?». Разбираем очевидную разницу во взаимодействиях и искреннюю связь Вигу. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Незаметные перемещения Чонгука к своему Тэхёну. Седьмое место. Как много флирта. Шестое место. Поведение пары. Тот момент, когда встречаются взгляды и лишние слова не нужны. Такие счастливые. Пятое место. Когда воздух вокруг вас искрится. Четвертое место. Забота. Тэйкук – самая большая поддержка друг друга. Третье место. Новости.
Прыгаем вместе с ними. Перевод финальной речи Тэхёна. Сегодня был очень счастливый день. Правда, я очень скучал по всем фанатам в Японии. Сегодня ваша энергия очень помогла мне. С этой энергией мы благополучно завершим тур и вернемся в Японию, так что, пожалуйста, немного подождите. Обязательно ешьте теппаньяки и вкусную говядину вагю и ждите нас. В Японии есть популярное выражение, да? Я его выучил. Тэхён как огонь, не приближайся, сожгет к чертям. Перевод финальной речи Чангука. Здравствуйте, это Чангук. Еще раз спасибо фанатам за сегодняшнюю поддержку, за крики и ваши счастливые лица. Мне кажется, я смог получить очень много энергии. Правда, большое спасибо вам за то, что вы есть. Когда мы встретимся в следующий раз, я стану еще лучше. Поэтому до тех пор, пожалуйста, берегите себя. И спасибо, что ждете нас. Я люблю вас. Вот оно что, двойное подмигивание. Тэхён попал в подборку The Star как представитель шоу-бизнеса, который заботится о растениях. Растения вместо домашних животных. В последнее время все больше людей получают эмоциональное спокойствие через растения, и это хобби становится все более популярным. В начале этого года через историю в Instagram он сообщил, что занят уходом за растениями. Ви, показывая заботу о растениях и ставя на задний план песню Квон-Джина, весело выразил непростую реальность начинающего садовода, вызвав смех. Отвлечемся от новостей на красивый эдит с Чангуком. Юнгианская интерпретация клипа «Суим. Путь к подлинному Я». Профессор нейробиологии Ким Джи Ин предложила психологическую трактовку музыкального видео «Суим» через призму учения Карла Юнга. Разберем ключевые символы и их значения, основные символы и их толкование. Море – олицетворение бессознательного. Бескрайняя, загадочная стихия отражает глубинные слои психики, эмоции, инстинкты, подавленные переживания. Суша, лодка, карта, компас – элементы, символизирующие персону, архетип маски. Это социальные роли, правила и ориентиры, которые помогают человеку существовать в обществе, но могут отдалять его от подлинного «я». Женщина в пижаме внутри лодки – образ анимы. В юнгианской психологии анима воплощает женственность, эмоциональную глубину и интуицию в мужской психике. Ее присутствие в замкнутом пространстве лодки указывает на попытки осознать и принять эти качества. Участники в военной форме – еще один аспект персоны. Военная форма подчеркивает дисциплину, силу и публичный образ непоколебимых артистов, ту маску, которую общество ожидает от звезд. Азбука Морзе «Нормально» и книга с названием «Нормально» – символы социального давления.
Оба элемента транслируют идею «все в порядке», даже если внутри бушует буря. Это отражение стремления соответствовать нормам, скрывать уязвимость. Женщина, выходящая на палубу, момент осознавания. Героиня сталкивается с подавленными эмоциями. Она понимает, что опора исключительно на броню, военная форма, недостаточно. Возникает конфликт между требуемой ролью и внутренней потребностью быть искренней. Снятие ожерелья, золотого, как символ статуса, ключевой акт самоосвобождения. Этот жест означает отказ от навязанных стандартов успеха. Героиня выбирает путь самопознания. Я не останусь лишь в своем образе. Я найду себя настоящую. Общий вывод интерпретации. Интерпретация профессора Ким Джи Ин раскрывает клип как метафору процесса индивидуации, юнгианского понятия, описывающего путь личности к целостности через принятие всех своих сторон. В контексте BTS это прочтение приобретает особый смысл. Видео сигнализирует о новом этапе творчества группы. Артисты больше не намерены ограничиваться идеальными историями, которые ждут от них фанаты и индустрия. Через образ героини клип показывает борьбу с тревогой и страхом перед уязвимостью. Признание слабости – не поражение, а шаг к подлинности. Финальный жест, снятие ожерелья, становится манифестом искренности. BTS заявляют о готовности быть собой, даже если это противоречит ожиданиям публики. Таким образом, Суим не просто визуальная история, а психологическая аллегория. Она отражает эволюцию артистов, от следования социальным ролям, персона, к поиску и принятию подлинного «я» через диалог с бессознательным. Озорной и счастливый. Агентство BTS подало в суд из-за утечки альбома «Arirang». По данным Billboard, от 13 апреля Big Hit начала юридические действия против анонимного пользователя в Твиттере, который предположительно опубликовал невыпущенные материалы из нового альбома группы. Сообщается, что аккаунт выложил фрагменты аудио, тексты песен и изображения из пятого полноформатного альбома BTS в начале этого месяца. В ответ компания запросила судебную повестку в США, чтобы установить личность владельца аккаунта. После установления личности Big Hit, вероятно, планирует подать гражданский иск в Южной Корее. Инцидент вызвал обеспокоенность из-за незаконного распространения неизданного контента. Хочу приклеить это себе на лоб. BTS признались, что пока не решили, что делать с песнями, которые не попали в альбом «Arirang». Ранее сообщалось, что для пластинки рассматривалось более 100 треков. По словам участников, многие из них им до сих пор нравятся, но четкого плана по их использованию пока нет. Юнги рассказывал, что после тура они обсуждали этот вопрос, однако разговор был скорее общим, без конкретных решений. Не исключено, что часть песен появится в сольных релизах, хотя сами участники переживают, что со временем некоторые треки могут потерять актуальность из-за быстро меняющихся трендов. Сделал один, сделал второй. Фотки Чангука с высунутым языком вызывают у меня ассоциации только с пёселем.
Умиляемся от души. Тэхён так нежно касается ушек Чонгука. А по лицу Чонгука прямо видно, как желают этих прикосновений его ушки. Во время записи песни арирэнг группы BTS Чонгук поразил всех своей удивительной способностью петь на идеальном английском языке. Я думаю, у меня хороший слух для этого. Но в конце концов, это иностранный язык для меня. Я не хочу, чтобы носители английского языка чувствовали себя неловко или недовольными, слыша, как я говорю на их языке. Поэтому я так много работал над этим. Чонгук рассказывает о своем опыте обязательной военной службы. То, что я действительно чувствовал, это то, что я хотел выступать. Я хотел петь. Ох, как же я хотел уйти. Я хотел выйти и танцевать. Я думал только об этом. Маленький вкусненький малышочек. Наша жизнь буквально. Главный язык любви этих двоих выглядит так. Ким Тэхён официально закрепил за собой титул G.O.A.T. Moment Maker, величайший творец моментов, в глобальном имиджевом опросе Junggang Daily X Picnic. Это достижение отражает выдающееся влияние Тэхёна во всем мире, мощное общественное признание и непоколебимую поддержку команд Tay-Cruz по всему земному шару. Спасибо всем, кто принял участие и внес свой вклад в эту победу. Давайте сохраним этот темп в текущих и будущих голосованиях. Он такой милый ангелочек. Тэхён для Coca-Cola. Снова выходные. Тэхён, как амбассадор бренда Coca-Cola, напоминает вам о необходимости позировать и продолжать веселиться с Coca-Cola Vibe, самым крутым барбекю. Не забудьте в эти выходные договориться с друзьями об использовании купона Coca-Cola Friday Blind Box Drone BBQ, чтобы вместе насладиться кусочком мяса и кусочком Coca-Cola, соком, пузырьками и взрывом вкусов. Также в эту пятницу состоится последний розыгрыш лотереи «Слепой ящик». Всем удачи! Красота Тэхёна невероятна.
После того, как Тэхён пошутил, сказав «ты пойдешь со мной встречаться», корейские фанаты так приревновали. Теперь они просят его вернуться и сказать это им тоже. Мы все правда его любим. Красивые моменты с Тэйкук. Обновление официального твиттера BTS Japan. В честь мирового турне Ариранг по Японии мы рады объявить о проведении 2 интерактивных мероприятий в Осаке. Мероприятие с персонализированными банками и игровое мероприятие. С нетерпением ждем встречи с вами. Подробности будут объявлены позже. Я не могу насладиться твоей красотой. Глобальные планы Jollibee и Compose Coffee. Открытие в Филиппинах. Холдинг Jollibee Foods Corporation. JEFEC официально подтвердил открытие первого филиала Compose Coffee в Филиппинах уже в этом году. Успешный старт. Решение о расширении было принято после успешного запуска бренда на рынке Тайваня. Мировые амбиции. Руководство JEFEC видит в Compose Coffee безграничный потенциал и стремится сделать его ведущим мировым брендом благодаря качественному кофе по доступным ценам. Европейский след, продукт бренда Pour Over Coffee, уже представлен в каждом номере отеля Hotel 101 в Мадриде. Роль Ким Тэхёна. Главный двигатель узнаваемости. В статье подчеркивается, что статус Ви как амбассадора Compose Coffee помог значительно поднять хайп бренд-бус вокруг бренда. Привлечение новой аудитории. Благодаря влиянию Тэхёна и возвращению BTS на сцену, бренду удалось стимулировать потребителей, которые раньше не были знакомы с этой сетью, совершить свою первую покупку. Эффект Тэхёна. Стратегия использования популярности Т признана ключевым фактором успеха для международного продвижения и устойчивого роста бренда. Почему Чангук становится таким маленьким рядом с Тэхёном? Группа BTS возглавляет официальные чарты Spotify и Великобритании уже 4 недели подряд. 4-ю неделю подряд входит в топ-5 официального альбомного чарта Великобритании. Месяц подряд занимает первое место в рейтинге официальных синглов по количеству загрузок. Доминирует на первом месте в еженедельных альбомных и цифровых музыкальных чартах Spotify в течение 4 недель подряд. 5 песен входят в топ-10 японского рейтинга Oricon Weekly Rising Streaming Ranking. Популярность Butter и Dynamite возобновилась. 4-ю неделю подряд удерживает лидирующие позиции в мировых альбомных чартах, включая Германию, Францию и Австралию с момента релиза. Такие теплые объятия. Джихён, участник Boy Next Door, упомянул Чангука на своем лайве на Вевас. Он сказал: «Нет,
Дело не в том, что я притворяюсь спокойным по поводу того, чтобы делать челлендж с Чингуком. Конечно, я самый нервный. Конечно, я хочу это сделать больше всего. Вы думаете, я этого не знаю? Санбэним скоро отправится в тур, так что мы даже можем не успеть снять. Но причина, по которой я продолжаю быть осторожным и избегать разговоров об этом, в том, что это может показаться ему обузой. И если я буду постоянно это поднимать, это может стать Арми некомфортным. Так что я просто стараюсь быть осторожным и молчать об этом. И дело не в том, что у меня есть номер телефона или что-то в этом роде, так что я не могу связаться с ним напрямую, поэтому я попросил через компанию. И честно говоря, даже просто это само по себе для меня такая честь. Каждый момент на этой неделе был таким волнующим, и я был по-настоящему счастливым. Наверное, мне стоит теперь перестать это поднимать. Мне жаль Арми тоже. Давайте просто сохраним комфорт. Ох, какой момент. Угадайте любимую позу для фотографий. Как же я обожаю их флирт, как этого можно не замечать? Сколько там огня между ними? Бини от Calvin Klein. Второе место. Это так интимно. В прикосновениях вся наша правда. Они говорят о любви яснее любых слов. У меня все еще мурашки. Первое место. Время завтрака. Мы же знаем, да, что еда с ложки любимого всегда самая вкусная. Правда, потом приходится делиться своей порцией, но это небольшая цена за романтику. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.